Привет, это Юлия Навальная. 2,5 года назад Путин развязал войну против соседнего государства – Украины. Он был уверен, что это будет легкая победа, но ошибся. Украинцы не сдаются, и вот уже 3-й год отчаянно борются за свою страну. С самого начала Путин очень боялся назвать эту войну войной. Придумал нелепое название – СВО. Он думал, что так россияне охотнее поверят, будто это что-то не страшное. Но как ни называй, главное это в том, что каждый день на фронте погибают сотни военных и десятки мирных жителей. Почти 3 года в маленькие города и села во все регионы нашей страны идет нескончаемый поток цинковых гробов. То, что сейчас происходит в Курской области, это закономерный результат так называемой военной операции. Путинская война окончательно пришла в Россию. Армия другого государства зашла на территорию нашей страны. И виноват в этом Путин. Моя улица, моя машина вон стоит, вот он, дом разбитый. Сейчас в Курской области настоящая катастрофа. Посмотрите на эти очереди. Люди стоят, чтобы получить самые необходимые продукты. И что же им предлагается взамен? Что Путин и его «Единая Россия» обещают жителям, пострадавшим от обстрелов, пострадавшим от войны, которую они сами им принесли? Мы остались с детьми, без крова, без выплат, без денег. Мы уехали в чем могли. У нас дети боятся ночью спать. Может быть, людей экстренно эвакуировали из зоны боевых действий? Нет. Вот местные жители рассказывают, как их обманули. Врут по телевизору, врут и врут. Твари врут. Не спасал, люди сами спасались. Эти твари администрации врут, себе медали вешают на плечи, на грудь, только потому люди сами спасались. Сами спасайтесь, кто может. Сами спасались. И врут, твари, все. Пострадавшие лишились своих домов, своего хозяйства, всего, что наживали годами. Может быть, Путин достойно компенсировал эту потерю? Нет. Путин предлагает им 10 тысяч рублей. У нас богатейшая страна. Идет 25-й год знаменитой стабильности. А все, на что могут рассчитывать люди, это 10 тысяч рублей. С председателем правительства мы разговаривали совсем недавно. Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены. Путин втянул нашу страну в ужасную войну. Он предал свой народ. Это он виноват в том, что на этой войне погибают люди. Посмотрите, отправил ли Путин на войну сыновей кого-то из своего окружения? Нет, дети Патрушева, Соловьева, Белоусова и Шойгу не в окопах. Никто из них почему-то не попал под мобилизацию. Никто из них не погибает ради Путина. Российские власти посылают на войну обычных россиян. Тех, кого они загнали в такую нищету, что поехать воевать кажется людям нормальным выходом. Но сами чиновники предпочитают отсиживаться в прохладных кабинетах и детей своих прятать за границей. Мы привыкли говорить, что это война Путина, но он бы не справился один. Его окружение помогает ему, и вина за унесенные жизни лежит на них не меньше, чем на нем. Например, премьер-министр Мишустин или, скажем, глава Центробанка Набиуллина. Без них у него ничего бы не получилось, но публично они никогда не говорят о войне. Это хитрые люди, у них есть план «Б». Они уверены, как только ветер подует в другую сторону, они смогут заявить, что на самом деле всегда были против. Просто оказались заложниками ситуации. Никак не могли иначе. И Набиуллина нам будет рассказывать, как и черную брошку носила, и в траур наряжалась, всячески намекая, что она против войны. И Мишустин будет клясться, что Путина никогда не любил, а просто технически работал премьер-министром. И из-под палки исполнял приказы. Так вот, я хочу сказать и Мишустину, и Набиуллиной, и всем другим пособникам Путина, кто отмалчивается и думает, что это их спасет. Каждый день вы продолжаете быть соучастниками преступлений, которые творит Путин. Каждый день вы своим молчанием убиваете и украинцев, и россиян. Это вы принесли войну вначале в Украину, а теперь в Курск и Белгород. Пока вы отсиживаетесь, но это не навсегда.
Никто не забудет о том, что вы сделали с нашей страной. Вы работаете на убийцу, но никогда не поздно остановиться.